Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и мы сегодня будем обсуждать новости от Financial Times, Bloomberg и иже с ними многочисленных СМИ, входящих во Всемирный информационный холдинг «Один Bloomberg сказал», сокращенно ОБС. Владимир Владимирович, и вот такой вопрос. А что у нас с газом в Соединенных Штатах? Вот триллион кубометров они добывают. Ну, во-первых, начнем с того, что потребление газа в Штатах растет. Потому что растет потребление электроэнергии, и, соответственно, пока есть возможность поддерживать приемлемые для потребителей цены на газ на внутреннем рынке. Более того, по данным США, если сравнивать с учетом курсовой разницы, по состоянию на этот год цены на внутреннем газовом рынке в США были ниже, чем цены на внутреннем рынке в России, между прочим. С января все изменилось. На день сегодняшний, я последний раз заглядывал на котировки национальной биржи Henry Hub, $4 за миллион британских единиц, это, простите, уже $140 за 1000 кубометров, то есть это уже в прошлом. При этом, напомню, Дональд Фредович разрешил всем строить, кому хочется. Я имею в виду строительство заводов по сжижению газа с тем, чтобы потом газ с американского рынка куда-нибудь да ушел. Ну, куда-нибудь идти он может, собственно, в два направления. Это, собственно, Европа и это, собственно, Азия. Причем в данном случае Европа по состоянию, во всяком случае, на сейчас выглядит как более выгодный рынок, потому что, опять же, по состоянию на сейчас цены в Европе на газ выше, чем в Азии. Ну, правда, с учетом того, что в отличие от российского газа, который так исторически сложилось, по большей части поставляется по трубе, поставки из США по трубе, кроме как в саму США, технологически. В Мексику идут. Ну, в Мексику, да, я имею в виду на какие-то другие экспортные рынки, кроме как в сжиженном виде, больше никак. И, соответственно, в данном случае газ в сжиженном виде приобретает некоторые такие вот торговые атрибуты нефти. И имеется в виду, что если, например, газовоз вышел и пошел в Европу, а сложилась ситуация арбитража и газ в Азии начинает стоить дороже, чем в Европе, газовозу ничего не мешает по дороге сменить маршрут. Проходите мимо. Да, будете проходить мимо, проходите. И, соответственно, уехать в Азию. Ну, пока выгоднее возить в Европу. Но тут есть еще один важный момент. Европа-то Европа, и другое дело, что можно сказать сейчас про европейский рынок, что он стагнирующий. Он стагнирующий. Если сравнивать с 2021 годом, то минус 100 миллиардов кубометров в год потребление упало. Еще немножко подвинулось по результатам 2024-го. И рассчитывать на то, что можно будет поставить много. Ну и такой вопрос. А самим штатам выгодно вот со всеми их проектами развития искусственного интеллекта и так далее, и так далее? Чем больше газа покидает рынок Соединенных Штатов, тем выше тем дороже он начинает стоить на внутреннем рынке. А если учесть все те проекты, которые заявлены, правда, далеко не по всем там окончательное инвестиционное решение принято, то действительно может возникнуть дефицит. Сейчас добывается порядка триллиона кубометров. Первое место в мире, Россию сумели обогнать. Но потребление уже выше 600. Да, совершенно верно. И продолжает расти. Продолжает расти. И опять же, насколько мы знаем, внутренняя цена на нефть, внутренняя цена на топливо и, соответственно, на газ – это очень важные факторы, которые очень сдерживают всех американских президентов во всех их экономических, политических телодвижениях. Потому что недовольный избиратель – это фактор, с которым придется считаться. Ну и здесь развилка еще в отношении планов на Европу. То, что происходит в Европе в реальном секторе экономики, и падение объемов, и стагнация там по-разному. С учетом закона о борьбе с инфляцией и возможности государства США помогать компаниям, которые привозят заводы, ну, то есть строят заводы, фабрики и так далее, можно помочь с налогами и так далее, привлекательно до той поры, пока стоимость электроэнергии, стоимость газа как сырья для химической продукции в Штатах кратно ниже, чем в Европе. Тогда это интересно. Потому что по населению Евросоюз и США плюс-минус совпадают. У тебя исчезают транспортные расходы, ты кратно меньше тратишь деньги на электроэнергию, на тепловую энергию, если она тебе необходима для каких-то производственных процессов. За сам природный газ
объем рынка одинаковый, никаких пошлин, никаких транспортных расходов. Вот приманка для Европы. И это вроде как совпадает с тем самым лозунгом МАГА. Мы возрождаем у себя реальный сектор, реиндустриализация. Где-то это я уже слышал. Вот. Но если вывести весь газ в виде СПГ, если будут построены все заводы и представить, что они на 100% мощности работают, ну что ж получается? Не очень получается. Во-первых, вывозить куда? Тут тоже со временем возникнут вопросы, потому что, как мы уже говорили, Европа – рынок стагнирующий. Промышленность там в ближайшее время не то что с колен, а с бока на бок вряд ли перевернется. А по поводу Китая последнее время расчеты экономистов говорят о том, что Китай приближается к эпохе достаточно трудных и сложных экономических ситуаций и сложных решений. Но дело не только в самом Китае. Там уже начинается торговая война еще и с Китаем. Да, опять же, тут тоже определенный парадокс. Дональд Фредович. То есть, с одной стороны, вводить пошлины на китайские товары, не разрешать им все, что угодно, а при этом говорить, ну, вы газ наш все-таки купите, желательно за недешево. То есть, это вот тот самый парадокс, да, нефтяники будете больше, но нефть будет стоить меньше, поэтому готовьтесь к тому, что зарабатывать будете меньше. Но вложите для этого денег да, побольше. С Китаем получается то же самое. Мы вам сейчас надаем по рукам, по щекам и еще на ногу наступим, но при этом вы не обижайтесь, ничего личного, газ купите, пожалуйста. И нефть можно, и лес, пожалуйста, да. и уголек, если надо. И дорого. Главное, денег. Вот как это будет работать, не очень понятно. Все это парадоксально. Поэтому, конечно, вот это совещание нефтяников с Трампом, если состоится, там было бы очень интересно получить стенограмму, до чего они там договорятся. Вот, что еще очень интересно в связи со всем тем, что мы про газ США обсудили, ваш любимый один Блумберг сказал, что вроде бы как бы какие-то даже чуть ли не кто-то слышал, источники подсмотрели в щелку, какие-то переговоры начались между США и «Газпромом» о каком-то даже взаимодействии, каких-то совместных проектах. Вот кроме того «Северного потока», который собирался купить американский инвестор. Над которым висел плакатик «Варнинг». Да. Вот это вот все. Вот что еще это может быть, кроме вот этого? Ну, знаете, вот если отбросить, вот взять так цинично, отбросить всю политическую настройку, потому что нас Карл Маркс чему учил? Базис определяет настройку. Вот смотрим на базис. В России есть газ, в США есть газ. По объему добычи мы занимаем первую-вторую строчку. Что касается СПГ, вот, не смешно, но ни в России пока не научились строить танкеры-газовозы, ни в Штатах не научились строить танкеры-газовозы. Газ есть, хочется продавать его в виде СПГ, но танкеры можно заказывать где? Если мы смотрим на итоги 2024 года, то 70% новых заказов на суда размещаются в Китае, с которым Дональд Трамп начал очередной раунд торговой войны. А у нас возможность размещать заказы на танкеры-газовозы в Китае отсутствует, потому что против России введены санкции. Вот тут действительно какие-то вот вещи прослеживаются совершенно чудовищные. В один вид бизнеса добываем больше всех на планете, но почему-то конкурируем между собой. Может быть, кто-то о чем-то задумался, что, может быть, совместными усилиями одолеем технологию строительства танкеров. Хорошо, России нужны усиленного льдового класса, а Штатам вроде как не нужны, хотя при этом они намерены заказать 40 ледоколов для Аляски. Тут какие-то общие мотивы, но что может быть, кроме Северного потока, я, если честно, догадаться не могу, но я вот просто вижу, если убрать всю политику, газ здесь, газ там, танкеров, газовозов нет тут, нет там, в России не складывается почему-то до сих пор с собственными технологиями по сжижению газа. В Соединенных Штатах, слава богу, имеется компания, которая давно и успешно работает. Может быть, здесь какие-то вот мотивы начинают появляться, может быть, что-то совместное. Ну, это тогда действительно просто прорыв, невероятное новаторство, потому что какие-то совместные идеи у США и «Газпрома» – это в принципе оригинально.
А то, что «Газпром», который, я вот просто напомню, что какое-то время назад «Газпром» регулярно везде, где можно было высказаться публично, поднимал вот этот лозунг: «Российский газ не должен конкурировать с российским газом, поэтому ваш СПГ – это все бесовство и от лукавого, и только трубопроводный газ – это естественно и прекрасно». Ну, И то, что сложно. вот «Газпром» мог так вот резко вдруг задуматься... Ну, не резко время-то прошло с 22 года, с того Ну, момента, да, когда и взорвали северные и у потоки, когда «Газпрома» есть уже свои проекты, перестала связанные с работать Ямал СПГ. СПГ, перестала работать Но, тем не газотранспортная менее, система Украины. Кстати, тоже выяснилось, что если в трубе нет газа, тогда жди. Ну, вот как-то лучше, если газ идет. да. Кто не понял, тому объяснили. Хотя эти все равно ничего не понимают, что только из трубы теперь у нас не появляется. Фантастическая совершенно история. Вот снимаю шляпу перед теми, кто участвовал. Это совершенно невероятно. Как это можно было сделать, как это можно было То выдержать. есть Россия может строить не только газопроводы, но и военнопроводы. Как выяснилось. Ну, «Газпрому» осталось немножко поработать с диаметром трубы, и вообще все будет в полном порядке. На самом деле, вот чисто объективно, две страны, добывающие больше всего газа среди всех остальных государств на планете, почему-то конкурируют друг с другом, при этом не имея полного набора технологий. Может быть, здесь какие-то мотивы появились. Сложно сказать, конечно, но... Возможно, посмотрим, что будет, потому что Александр Валентинович Новак уже все опроверг. Но на проверку очень аккуратно. Да. Там было сказано, что не актуально на сегодня. Угу. Когда заканчивается сегодня, он не сообщил. Ну, сегодня заканчивается тогда, когда наступает завтра, а Александр Валентинович пока не объявлял. Да. Ну, мы только что вспоминали одного человека, который сказал, что конфликт в Северном Причерноморье он способен решить за 24 часа. Осталось разобраться, Да, когда будет этот день. Какой день? Тут тоже какие-то мотивы вот знакомые. Но, тем не менее, очень интересно, конечно, происходит все сейчас на рынке. То есть, вдруг начали обсуждаться такие вещи, о которых раньше невозможно было даже подумать. Да, но при этом та инерция, которую Штаты набрали, она же не заканчивается. Вот сейчас, насколько можно судить, не определены исключения из санкций для «Газпромбанка», для Сбербанка, для Альфа-банка, через которые шли расчеты по поставкам энергоресурсов. Да, и Турция очень волнуется, сохранится ли это исключение для «Газпромбанка». Оно, вот, насколько я понимаю, дней через 20 должно закончиться. А для Турции это очень важно, потому что... Ну, предварительные итоги минувшего года Турция сама для себя подвела. Порядка 40% газа пришло из России. И убрать вот это с рынка, потому что нет возможности рассчитаться. По-моему, в этот же переплет попала польская государственная компания, владеющая заводами в Чехии. Орлен, судя по происходящему, не имеет возможности рассчитаться с российскими поставщиками. Нефть уже черпают из государственных запасов, резервов. Понятно, что в долг, но просто сам факт. При этом рядышком сидит, улыбается Орбан. Да, который устроился лучше всех. Потому что на заводы компании МОЛ, опять же, государственные венгерские, два завода в Венгрии, один нефтеперерабатывающий завод в Словакии, нефть идет. То есть он знает как. Поляки не знают. Турки волнуются. То есть, Более того, Орбан еще может себе позволить предъявить ЕС 12 ультимативных пунктов, которые он считает необходимыми для того, чтобы вообще в принципе дальше с ними разговаривать. То есть как-то все это очень своеобразно. И вот, мне кажется, что вот эта попытка политиков давить в реальный бизнес, выставлять свои хотелки, приводит к тому, что вот действительно, у России есть проблемы с рестрикциями, которые придумали G7, придумал Евросоюз, Британия отдельно, Соединенные Штаты отдельно, даже Новая Зеландия над нами издевается, отказывается покупать у нас нефть. Может быть, потому что никогда не покупал. Ну ладно, это не важно. В Штатах вроде бы никаких санкций нет, но там нефтяные компании, газодобывающие компании смотрят на поведение своего высшего руководства, я имею в виду череды президентов. И у меня такое впечатление, что они тоже себя чувствуют под санкциями. Потому что сегодня можно, завтра нельзя, послезавтра можно, потом опять нельзя.
Даже вот как бы мы не относились к любителям строить ветроэлектростанции, при Байдене все было можно, только что взяли и все запретили. То есть, им Да. никаких санкций не надо, они сами себя, Кстати, еще один момент, касающийся санкций. Действительно, те же самые нефтяники, которые вот на следующей неделе пойдут задавать вопрос своему президенту, один из вопросов по поводу «бури, детка, бури», а бурить-то мы как будем? Вы, товарищ Байден, товарищ Трамп. мистер Трамп. Ну, может, и товарищ даже, мы не знаем. Он так себя ведет, что местами даже похож на товарища. Так вот, Трамп вводит санкции, в частности, против импортной стали. При этом он говорит о том, что по большому счету эти пошлины не коснутся потребителей на внутреннем рынке США, они будут направлены в основном против компаний, которые вот, значит, демпингуют и поставляют на наш рынок то, что не надо поставлять и не по той цене. Евросоюз уже посчитал, это дырка в 25 миллиардов в год. Да, но, собственно, сами потребители говорят, а можно формулу посмотреть, вы как считаете это? То есть, соответственно, если на сталь накладываются 25% пошлины, она приезжает к нам, мы ее покупаем, естественно, платя эти 25% пошлины в виде конечной стоимости товара. Просто мы, как, так сказать, бури, детка, бурители, эту сталь покупаем, потому что нам из нее там буровые делать. А если она будет стоить на 25% выше, то нам невыгодно их делать. Это, в общем, как-то нам себестоимость добычи сильно повышает. Не, ну ответ мистера Трампа тут совершенно ясен. Вы вашим поставщикам объясните, что они должны на 25% упасть по цене, и у вас цена не изменится, и всем будет хорошо. В государственном бюджете пошлина, у вас сталь. А эти, которые сталь привезли, это их проблема. Это их проблема. Ну вот, наверное, они хотят спросить, как это будет работать не вот в теоретических представлениях мистера Трампа, а на практике. Ну, мне бы, например, хотелось понять, как будут работать наши металлургические компании на практике, потому что рынок, объем производства падает. Падает он потому, что падает рынок недвижимости, с учетом новых ставок Центробанка никому не нужна. Сталь идет прежде всего туда, казалось бы. Ну, так у нас сложилось. Но при этом Минфин за базу для расчета налогов берет цены на лондонской бирже металлов. А лондонская биржа металлов цены будет выставлять в соответствии с решениями мистера Трампа. То есть, сколько должна зарабатывать магнитка, зависит от того, какую пошлину Дональд Фредович намерен взять с китайских сталеваров. Ну, и на магнитки... практике я не очень понимаю, что будет происходить на внутреннем рынке России. Магнитки вообще зарабатывать будет сложнее, так же, как и НЛМК, так же, как и другим компаниям, потому что все-таки российская металлургическая продукция на мировых рынках занимала такую нишу немаленькую. А теперь с этим сложности. С этим сложности, мне казалось, что должен возникнуть какой-то план, как наращивать производство внутри России, при этом добиваясь того, чтобы цены не росли. Как ни странно, по этому поводу совсем недавно, на минувшей неделе, высказался господин Патрушев, казалось бы. Но он у нас отвечает за морскую коллегию. И неожиданно, я вообще не ожидал, что это когда-нибудь раздастся вслух, кроме как из нашей студии, о том, что джентльмены, надо заняться речным флотом. Вот Патрушев об этом сказал, что настал момент. Настал момент, он привел данные. Аплодируем стоя. Он напомнил, какой грузооборот по нашим рекам, озерам, водохранилищам был в советские времена. Упал в 14 раз. То есть, на самом деле, с одной стороны, да, это плохо, это грустно, с другой стороны, поляна расчищена. Поле не паханое, целина, там говорить как угодно. Это действительно, если за это браться, подключив экспертов, эксперты у нас никуда не делись, просто они не были востребованы. Понятно, что нужно технический аудит состояния русел рек, где-то надо углублять, где-то надо дамбы в порядок приводить, другие гидротехнические да, как это не цинично звучит, поляна действительно расчищена, ибо вот эти Волгонефти, которые еще ходили, они потонули, так что строить новое уже Ну, это понятно было. Очень пора. На самом деле, достаточно грамотный проект, но он давний. Сейчас можно многое делать несколько иначе. И у нас, опять же, если внимательно присмотреться, Россия хороша тем, что иногда кажется, что все очень плохо. А когда присматриваешься внимательнее, здесь проблеск, там посверкивает, здесь поблескивает.
Одна из проблем, почему у нас не шла ситуация со строительством тех самых арктических газовозов, это рулевые колонки. Мы их такой мощности не делали. Для таких танкеров, по-моему, 32 мегаватта нужно, чтобы вот эта поворотная колоночка работала. У нас максимум того, что был 8 мегаватт. Было совместное предприятие с General Electric. General Electric ушли, и казалось бы, все. Ну, все, теперь точно не справимся, но раздается тихий голос из Северодвинска. Мы готовы. Северодвинск, напомню, это то место, где последние полсотни лет производятся наши атомные подводные лодки. Вот если они говорят, что они с этим справятся, они справятся. Без совместных производств. В свое время были планы у Росатома со шведами, с АББ делать рулевые колонки. Роснефть с General Electric. Тихий Северодвинск. Мы что сделаем? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Может быть, действительно какая-то отдельная государственная программа у нас появится, если Россия вернется к тем объемам судостроения, судоремонта, которые были в советские времена. Ну, это для столеваров точно найдется место для поработать, честное слово. Ну что ж, наверное, тогда нам остается только надеяться, что то, что мы здесь иногда говорим по 150 раз, кто-то где-то слышит и, возможно, когда-то про себя думает, а, наверное, они не так глупы, как кажутся на первый взгляд, и, может быть, действительно стоит этим заняться. Ну, я надеюсь, что у нас вот эта студия будет постоянной. Мы будем приглашать экспертов, достойных людей, которые имеют хорошие мысли, хорошие проекты, которые можно воплощать, если довести их до ума. Так что... И мы с удовольствием будем делиться с вами их мнением, а также нашим. Спасибо за внимание. Спасибо, будем работать.